Здравствуйте, коротенькое видео, надеюсь коротенькое, мое бубнение будет недолгим. Значит, поступают вопросы, чем база 2 от базы 3 отличается и как пользоваться TE Lite. Ну, наверное, мне одному кажется, что это просто. Но я всегда предлагаю, прежде чем задать вопрос, возьмите просто плату, покрутите или на фотографии посмотрите, умейте анализировать или пытаться анализировать на основе тех данных, которые у вас есть. С опытом вы научитесь получать другие данные, знать, где их искать, больше времени тратить. Ну, спросить, понятно, всегда проще, но проще спросить, а вот получить ответ может быть быстрее самому, чем ждать, пока вам ответит кто-то другой. Значит, сейчас будем слушать бубнение про то, чем отличается база 1 от базы 2 и от базы 3. Значит, у нас первая база штатная поставлялась долгое время всегда с этой базой. Сразу, раз уж по этой базе начинаем говорить, есть здесь маленькая проблемка, когда мы разъем ставим, когда, видите, приподнимается. Решение очень простое. Купите в своем строительном магазине, там, я не знаю, Лера Мерлен, там, мои инструменты, не знаю, какую-нибудь бабышечку такую силиконовую сюда. Таким образом, подобрать ее надо будет по высоте, чтобы, ну, в общем, чтобы она не наклонялась. Все предусмотреть нельзя. И почему я это не делаю? Значит, гораздо проще купить 10, 20, до 100 штук бабышек. Но совсем другая история, когда вам нужно купить 1000 штук. Вот, допустим, я купил вот такие штуки. Вот сюда заклеить для красоты. Да? Но проблема в том, что вот эти вот лежат на складе хреново тучу лет. Они есть больше, есть меньше, есть прозрачные. Но, в общем-то, все страдают одной проблемой. Они не держатся. Они отваливаются. То есть надо использовать что? Клей. Ну, клей буду использовать, кто-то скажет, фу, намазано каким-то нехорошим клеем. Поэтому, господа, ну вот так вот. Кому как нравится. Купите, сделайте сами. Ну вот я попытался. Это не первая штука, некоторые уже вернули обратно. А вот это вот, ну вот, мне не нравится. Не держит она. Значит, база первая. Идет штатная. Что мы видим на этой базе? Мы видим на этой базе 3 разъема с шагом 0,5, 0,8, 1 от 1 до 32. На обратной стороне мы видим такие площадки. Плата двухсторонняя. Вот глядя на эту плату, какие мысли вам приходят в голову? Сможем ли мы проверить здесь клавиатуру на 40 пинов? Не будем мы мучиться, не сможем мы проверить. То есть понятно, что с этим переходником мы ограничены в проверке клавиатур, допустим, на 32 контакта. То есть клава на 34, соответственно, сюда что? Правильно, не войдет. Поэтому, анализируя, даже покрутив в глаза, в руках вот этот переходник, мы можем уже сделать какие-то выводы. Да? Я думаю, это очевидно. Значит, вот эти А, Б, С, Д и по H, по дорожкам видно, что используют вот эти. Это будет как на вырост. На всякий случай оставил. Не знаю, пригодится или нет, но я оставил, оно денег не просит, пусть оно будет. Что-то сюда припаивать, тот же Explorer, допустим, RX, TX, еще что-нибудь, не знаю, оставил. Пусть будет так. Место есть, позволило, оставил. Поэтому на вырост. Первая база. Вторая база. Плата двухсторонняя. Чем она отличается вот в этой части? Она ничем не отличается в этой части. Она точно такая же. Так в чем тогда разница? Разница в сокете и вот в этом черном разъеме. Значит, черный разъем нужен для чего? У нас была связка Tetris, Spider, JAWS. Я хочу уйти от изготовления этих кусков, а прийти к какой вещи? Если нам надо прошивать ITE мульты, например, плата уже изготовлена, она едет до меня. На следующей неделе будет у меня, буду начинать ее сюда пристраивать. То есть плата, она будет поменьше. То есть ITE-шные мульты нам надо прошить. Мы запаяли на плату, вставили сюда. Никакой ни Тетрис, ни Спайдер не нужен. Шлейфы не нужны, разъемы не нужны, паять ничего не надо. Сюда вставили и начали с ней работать. То есть вот это черный разъем, это под такие платы. ITE
едет уже. ЕНЕ можно сделать, Новотон сделать, другой Новотон. Ну и выходы на сокет. Это отдельная будет уже история. То есть вот этот вот разъем черный, это для прошивки мультиконтроллера вне материнской платы. Ну, считайте, некая мутация тетриса со спайдером. В упрощенном, укороченном, удешевленном виде. Значит, зачем нужен ZIF-сокет? ZIF-сокет, нижняя часть, это то же самое, что вот здесь, только выведено в удобном виде. Вот они тут даже подписаны. А, Б, С, Д, Е, вот тут вот белой красочкой. То есть мы, допустим, на вот этом переходнике будем сюда паять. Сюда паять. Но сюда мы можем уже не паять. Мы сюда можем вставить вот такой вот штырек, проводок. Да? Сообразили? Или нужно проговорить? И вот это все дело используем. Верхняя часть это стопроцентный дубль, переход с такого разъема на такой. Тут даже по дорогам это все видно. Для чего он нужен? Вот этот вот сокет. Ну, как я уже говорил, чтобы сюда можно было вставлять и не паять. Эта часть нужна для чего? Чтобы также можно было при работе с меком вставить сюда проводочки, да? Чтобы не паять чехарду какую-то там на платку внешнюю и так далее. Сюда вставили, припаяли туда. Возможно, еще для чего-то будет. Но основная его задача какая? Конечно, мы в этот сокет можем поставить вот так и пользоваться. Ну, что, собственно, то же самое, что и вот так. А что делать с дип-корпусами? У дип-корпусов ножка очень тонкая. Если мы будем ее вставлять в этот разъем, он будет болтаться и контакта не будет. Так вот, для дип-корпусов под I2C-шную память, под SPI-ную память, вот такой вот сокет, думаю, поможет решить эту проблему. Вот. То есть понятно, да? Первая база от второй отличается чем? Отличается наличием вот этого сокета и перехода сразу под внешние платы для прошивки мультов. Плавно переходим к третьей базе. Третьей базы черного цвета у меня нету, все распроданы. Те, что заказаны, едут. Все, кто оплатил, ждите, пожалуйста, все будет. Никуда мы не пропали, все по плану. Значит, третья база. Чем она отличается? Ну-ка, давайте посмотрим, найдем 8 отличий. Да? Ладно, не будем мучиться. Короче, я даже не знаю. Ладно, до сарказма не будем опускаться. Значит, здесь 3 разъема в числом контактов до 50 включительно. 0,5, 0,8, 1 мм. Я при сборке устанавливаю 0,5 на 50 контактов, 0,8 на 40 контактов. Шире разъема я не нашел. Найдете, запаиваете без проблем. И 34 контакта на 1 мм. Шаг 1 мм. Найдете шире аналогично. Поэтому вот эти вот места это как раз оставлены для того, что разные варианты крепления бывают. То есть запаяете сюда другой широкий, там если они паяются и так далее. То же самое по сокету и по вот этому переходному разъему. Отличий по сокету и черному разъему между второй и третьей базой нет. Основное важное отличие между второй и третьей версией в том, что в третьей версии мы можем проверять клавиатуры до 50 включительно контактов. Ну, соответственно, если разъем найдете, поставите. То есть 40-го, я думаю, надолго еще хватит, 50-й уже, пожалуйста, стоит. На 34 уже как бы да. Ну, найдете клавиатуру на 40 пинов, значит придется разъем искать, просто заменить его. Также здесь снизу, почему я говорю, крутите плату, смотрите, картинки смотрите. Здесь стоит микросхема, которая обслуживает вот эти вот дополнительные 50-32, 18 контактов. Да, здесь стоит плиска Гавин. Почему стоит плиска? Ну, во-первых, она занимает мало места. Во-вторых, по ее стоимости она в некоторых случаях даже может быть дешевле, чем ставить сюда экспандеры. Ну, что далеко ходить. Допустим, вот эта вот микросхема стоит 300 рублей. Экспандер МЦПшный, который на второй версии стоял, он стоит, ну, я не знаю, как в Китае стоит, здесь, по-моему, от 320 за штуку.
А мне надо 18 ног автоматом мне ставить на два корпуса. Ставить логику – это занимать место. Потом эту логику паять – это геморройно, это долго. В общем, поэтому, если бы она стоила 2000, был бы другой разговор. При такой цене здесь стоит плиска, поэтому она здесь стоит. Да, слишком жирно для таких задач, но вот она здесь стоит пока, пусть она здесь стоит. То есть вот эта плиска, она позволяет слушать, смотреть и выдавать на линии дополнительные 18, на эти 18 дополнительных линий какие-то сигналы. Для того, чтобы иметь возможность проверять клавиатуру до 50 контактов. При работе с мультами эти линии не используются. То есть только при работе с клавиатурой эти линии будут использоваться. При работе с мультами вы также по-прежнему шлейф вставляете от первого вывода. Можете шлейф ставить целиковый полностью, но на эти ноги 32 по 50 мы управляющие сигналы выводить не можем. Ну, по-простому просто нет необходимости туда выводить. За время использования тройки даже было уже доказано, что простите, этого вполне достаточно. Ну вот, наверное, теперь будет понятно, в чем разница между базой 2 и базой 3. Первая база штатная. Вторая база ZIF-сокет, переход на внешние платы для прошивки. Третья база проверка клавиатур до 50. То есть разница между этими двумя базами, это только у этой базы возможность проверки клавиатур до 50. Ну и здесь плата четырехслойная. Вот. То есть по базам вопрос должен быть исчерпан. Дальше. TE Lite спрашивают. Я почему говорю, покрутите, повертите, подумайте. Возможно, вы найдете ответ быстрее, чем задать этот вопрос где-то на форуме и ждать ответа. Вот, что мы здесь видим. Значит, по вот этому шлейфу идет управление. Управляющие сигналы на ИТЕшные мультиконтроллеры приходят. И управление питанием, включение питания. Переворачиваем на вторую сторону. Что мы здесь видим? Мы здесь видим перемычки. И видим две точки. Значит, для того, чтобы запитать мультиконтроллер, нам надо ему подать питание. Правильно? По вот этому шлейфу питания мы подать не можем. Поэтому мы для этих целей используем вот эти два контакта. Ground и 3 вольта. Здесь написано, значит, вот эта ИТЕшная плата может использоваться для третьей версии программатора и для наследника. Значит, 3 вольта у нас находится на ZIF разъеме на 8 ноге. Ну, то есть, если смотреть вот так, вот верхний левый, ну, либо если точка, у кого-то точки может не быть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть, вот это у нас плюс, четвертый, вот это у нас минус. Да? Вот то же самое вот здесь. Видно? Вот подписано. Наследник 8 ZIF и 4 ZIF. Ну и, соответственно, чтобы не искать какую-то там платку, в чем еще база, вот это нам поможет. Вот мы берем, допустим, 4, так, и сюда его, хлоп, припаяли. Ну и второй проводок 8 также сюда, хоп, зажали, сюда припаяли. Понятно, да? То есть вот это управление, сюда нам надо подать питание. Если мы используем третью версию программатора, там в комплекте идет вот такой штудок. Вот такой штудок. Вот здесь на штудке есть треугольничек вот такой. С этой стороны это первый вывод. Потом идет второй, третий, четвертый, пятый. И вот тут это самый левый у меня коричневого цвета. Но по цвету на цвет заострять внимание не надо. То есть первый справа, 8 слева. И пошли вот. У меня по цвету вот он зеленый, 4. Что у нас это будет? Плюс или минус? Это будет 4. Это значит будет плюс. 8 у меня коричневого цвета. Вот написано. Ну здесь можно 6 либо 8. Вот я 8 использую. Вот 8 это будет минус. Берете вот этот шнурок, так отчекрыживаете, припаиваете сюда, скотчиком изолируете.
И вот эта вот штучка у вас вставляется в троечку. Вот это вставляется в программатор. Дальше. То есть с этой частью понятно. Разобрались. Значит, здесь на плате стоит ключ, который управляется от программатора, и он, собственно, подает питание на всю плату. Значит, на эту плату можно запаивать только один корпус, то есть 3 одинаковых корпуса вот таких и 2 BGA-шных корпуса. Значит, у мультов есть некоторые отличия. В ЛКУ-ФП-шном корпусе отличия вот перечислены вот здесь, вот по этим ногам. Кто особо интересующийся, может открыть схему с конкретным мультом и посмотреть. Значит, есть некий файл, в котором уже проверены некоторые мультиконтроллеры, и на них вот эти перемычки расставляются. Файл, ссылку на этот файл будет в описании. Называется он ITE Differences. И вот там вот это все написано. То же самое, эти же перемычки встречаются и на Тетрисе 2. Вот это соответственно, когда мы используем BGA-шные корпуса ITE, вот это номера их шариков. То есть если мы соплю сюда поставим, значит перемычка замкнута. В общем-то вот. То есть для работы с этим адаптером припаяли сюда 2 провода для питания. Это в программатор. Сюда запаяли мультиконтроллер. Открыли экселевский файлик. Посмотрели, какие перемычки надо поставить. Поставили их. И начинаем работать. Значит, если вы будете использовать внешний блок питания, обязательно земли этой платы и программатора вам нужно соединить. В противном случае может быть разница потенциалов, так как блок питания с программатором не связан. Вот, поэтому рекомендую использовать вот такую вот конструкцию. Ну, наверное, все. Постарался кратенько уложиться, но, наверное, не очень. Ну, в общем, вот задавайте вопросы. Ваши вопросы очень важны. Это позволяет нам делать какие-то поясняющие ролики. Ну и еще вот очень часто было непонятно, какой из этих разъемов на компьютер подключать, а какой для земли. Вот на красном, на второй базе, например, вот специально нарисовано. То есть вот этот разъем будет для подключения к компу, а это для земли. Ну все, лайк, подписка, вопросы, комменты. Всего доброго.